Здравствуйте всем! Часто туристы выбирают наш город Гродно как пункт своего туристического маршрута по разным причинам. Кто-то слышал, что красиво, кого-то привлекают настоящие королевские замки, а кому-то нравится архитектура, как в европейских городах. В этом видео я расскажу, как спланировать поездку в Гродно, что обязательно посмотреть, куда сходить на концерты и спектакли, музеи и многое другое. У меня уже есть на канале видео подобной тематики, но, как показывает время, они устаревают, появляются новые локации, открываются новые заведения, и город привлекает все большее количество туристов и путешественников. Ну что ж, у нас есть что показать. На то, чтобы посмотреть наш город не спеша, вдумчиво, а не то, что называется галопом по Европам, надо как минимум дня 3. Или, как говорила сова в мультике про Винни-Пуха, неделю, не меньше. Потому что Гродно – город мистический, с историей. В государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включено 737 историко-культурных ценностей, размещенных на территории Гродненской области, в том числе в Гродно их около 400. Так что у нас действительно есть что посмотреть. Итак, мой топ-список обязательных объектов к посещению. Музей Старого замка. В 2023 году завершились работы по первой очереди реставрации и приспособлению под историко-археологический музей комплекса Старого замка в Гродно. Открылись новые залы и экспозиции, и там действительно есть что посмотреть. Помимо необычных экспонатов, в музее есть смотровые площадки, где можно сделать красивые фотоснимки и увидеть панораму города. Очень красиво и со вкусом оформлены интерьеры замка. Много интерактивных экранов. В общем, рекомендую. Прекрасный ренессансный дворец. В городе были построены костел Девы Марии и каменная городская ратуша. И великим князем Жакимонтом Августом по вопросу перемирия в Ливонской войне. Встреча посольства проходила на левом берегу Нема, а направо разворачивается величественная панорама Гродно. Мы видим церковь святых Бориса и Глеба на Коломе, старый замок, Пречистинскую церковь, церковь Честного Христа. Новый замок, строительство которого началось только в 1737 году, также был действующим королевским замком в Гродно. Сегодня там музейные экспозиции Гродненского государственного историко-археологического музея. В музее представлены экспозиции, посвященные как истории королей Речи Посполитой, так и современной, залы, посвященные промышленности XX века, экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Подробно представлен период оккупации Гродно немецко-фашистскими войсками. Галерея картин, икон, музей природы, рыцарские доспехи. В общем, музей огромный и разноплановый. Каждый найдет здесь для себя что-то интересное обязательно. Музей Гришук-Арсенал на улице Карла Маркса, 11. Единственный в Беларуси музей парадного оружия, объединяющий уникальные и редкие экспонаты. В музее также представлены зал олимпийской славы с подлинными олимпийскими медалями, тематический зал «Охота и рыбалка», который раскрывает традиции и культуру. В коллекции представлены уникальные экземпляры, которым нет равных. Среди них золотой церемониальный меч масонов, окутанный ореолом тайны, и шпага, выкованная в честь коронации самой Елизаветы II. А рядом с ними россыпь других парадных и наградных клинков, каждый со своей гордой историей. Арсенал, несомненно, впечатлит любого. Удивительно и то, что все это можно трогать, мерить и фотографировать. Очень рекомендую к посещению. К тому же находится в самом центре, буквально в 100 метрах от Фарного костела. Трубач на пожарной каланче. Это еще одна достопримечательность Гродно, которую просто необходимо увидеть и услышать. Ежедневно в 11:58 это маленькое мини-представление собирает буквально сотни туристов нашего города. Да и сами горожане любят остановиться и послушать,
как трубач, одетый в форму пожарного XIX века, играет с вершины башни мелодию дня, причем каждый раз разную. Кафедральный собор святого Франциска Ксаверия. Неофициально называется также Фарный костел. Построен на месте деревянного костела святых Петра и Павла. С двух сторон от главного входа в нишах расположены крупные деревянные скульптуры апостолов Петра и Павла, которым уже более 300 лет. Интересно в нем буквально все. Старинные часы на башне – это один из старейших действующих часовых механизмов в Европе, а может быть и самый старый, ведь точную дату создания часов никто не знает, как и имя мастера. По оценкам ученых, их соорудили в XVI веке или, возможно, даже раньше. Особого внимания заслуживает, вне сомнения, и главный алтарь. Его изготовил прусский мастер в 1738 году. Сложно поверить в это при взгляде на алтарь, но он целиком сделан из дерева, даже те элементы, которые кажутся мраморными. Высота алтаря около 21 метра. А наверху, на шпилях башен, есть фигурки двух ангелочков, играющих на трубе. В Гродно существует легенда, когда ангелы повернутся друг к другу, они сыграют свою последнюю мелодию, и наступит конец света. Вот такая история. Костел Обретения Святого Креста и монастырь бернардинцев является старейшим действующим католическим храмом в Гродно и одним из старейших на западе Беларуси. Комплекс строился в период XVI-XVIII веков, и внешний облик несет в себе черты готики, ренессанса, барокко. На фасаде есть балкон, на который иногда пускают туристов, очень необычный внутренний дворик с библиотекой и отличными видами на колокольню, которая является самой высокой в городе Гродно. Ее высота около 62 метров, а внутреннее убранство храма поражает смешением стилей и подлинными старинными артефактами. Посетить этот костел однозначно стоит. Городские водонапорные башни Кася и Бася. Не только городские достопримечательности, но и ценные образцы инженерно-технической архитектуры, построенные с разницей в несколько десятков лет. Первая, предположительно, в 1890-м, а вторая – около 1915 года. Восьмиугольники башен высотой 22 метра. Городская молва нарекла их Кася и Бася, но никто точно не может сказать, какая из башен чье имя носит. Попробуйте разгадать эту загадку, приехав и посмотрев на них своими глазами. Башни снабжали центр города водой вплоть до 60-х годов XX века. Сейчас в башнях находятся мастерские Союза художников, и рядом все благоустроено, в том числе необычными каменными скульптурами, а одну из башен даже сторожит деревянный кот. Монастырь францисканцев или костел Девы Марии Ангельской. Строительство каменного храма с колокольней в стиле барокко было начато еще в 1660 году, а в 1759 костел был перестроен после пожара. Во дворе костела растет самый старый дуб в городе Гродно, а из ворот около дуба открывается великолепный вид на панораму старого города. Здесь всегда очередь из желающих сделать великолепные снимки.
Орган храма некоторые специалисты считают самым старым органом в Беларуси. И кроме того, в криптах костела до сих пор находится захоронение монахов-францисканцев, начиная с XVII века. В 1920-е годы в костеле служил францисканский священник Максимилиан Кольбе. В 1971 году он был канонизирован Папой Римским. А по какой причине? Все это вы сможете узнать, посетив этот великолепный старинный храм. Гродненский лямус – самая старая деревянная постройка в стране, при возведении которой не было использовано ни одного гвоздя. Все несущие элементы соединены пазами и деревянными клиньями. Согласно информационной табличке, установленной на здании Гродненской епархии, лямус был построен в 1769 году и изначально был исключительно хозяйственным зданием, но позже здесь располагалось и жилье для монахинь, и в советский период здание занимала бухгалтерия психоневрологического диспансера, который был в здании Бригитского монастыря. Сейчас все этажи лямуса открыты для посетителей. Часто тут расположены выставки и экспозиции, посмотреть которые вы можете абсолютно бесплатно, но добровольное пожертвование все же будет в копилку добрых дел. Прикоснуться к старинным деревянным стенам, посмотреть на Бригитский монастырь со второго этажа лямуса и почувствовать дух того времени. Что может быть увлекательнее? Борисоглебская церковь, или как ее еще называют Калужская, одна из древнейших сохранившихся церквей. Точная дата возведения не установлена. Предположительно, церковь была построена в 1180 году, освящена в честь Бориса и Глеба. Каложа сложена из плинфы и отличается уникальным декором фасадов. Неоштукатуренные стены украшены вставками из полированных цветных валунов и глазурованной керамической плитки. Стены храма двойные, во внутреннем слое между кирпичами вмурованы многочисленные кувшины-голосники, придающие помещению особые акустические свойства. С высоты Калужской церкви открываются великолепные виды на реку Неман. На левом берегу Немана, по обеим сторонам Старого моста, открывается отличный вид на панораму Старого центра, замки и костелы. В сквере на улице Дарвина установили много скамеек, детскую площадку, качели с шикарными видами на город. Здесь можно не только отдохнуть, но и сделать красивые фото на память. А с середины мостика, разделяющего улицу Дарвина и Горновых, можно необычно снять рилсы и видео. Отсюда открываются великолепные виды на драматический театр, танк, Старый мост, а вечером, когда здания имеют подсветку, то снимки получаются особенно интересными. Эту смотровую площадку открыли только в мае 26 года, поэтому, если вы здесь не были раньше, то очень рекомендую, а попасть в нее можно, зайдя в ворота нового замка и повернув направо. Это секретное место располагается недалеко от архиерейского подворья. Достаточно пройти вдоль забора по утоптанной тропинке, и вам открываются великолепные виды на старый город, а также на пруд в Швейцарской долине. Именно там, где Городничанка сливается с речкой Юриздикой и уже как приток Городничанки вливается в Неман. Швейцарская долина в Гродно – одно из излюбленных мест отдыха и прогулок горожан, а также многочисленных туристов.
Более тихий и спокойный участок располагается недалеко от площади Тезенгауза. Здесь протекает речка под названием Юрисдика. Есть солнечные часы и многочисленные лавочки для тех, кто любит отдохнуть в тишине. А если хотите больше движения, то выбирайте тот участок Швейцарской долины, где протекает речка Городничанка. Войти в него можно со стороны улицы Ожешка, рядом с университетом Янки Купалы, либо войдите со стороны площади Ленина. Здесь также в достаточном количестве лавочек, мостиков и многочисленных скульптур для туристов и горожан. Парк Желибера назван так по фамилии французского ученого-ботаника, которого Антоний Тезенгаус во времена последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского пригласил возглавить медицинскую академию. В парке есть фонтаны, лавочки, колесо обозрения и много аттракционов для детей и взрослых. Каждый найдет здесь что-то для себя. К тому же, если вы приехали с детьми, то есть шанс устроить их на аттракцион и посидеть спокойно в тишине перед фонтаном пару минут. Калужский парк. Именно в нем находится Калужская церковь. Парк старый, с огромными деревьями, дающими тень в самый жаркий день. Здесь много свежего воздуха, потому как он находится вдали от автомобильных дорог. Помимо того, чтобы прогуляться по парку, либо посидеть в тишине, здесь можно посмотреть музей каменных скульптур под открытым небом. Можно прогуляться, порассуждать на тему современного искусства, например, и выбрать ту скульптуру, которая нравится именно вам. Театр кукол в городе Гродно. Старейший театр, основанный еще во времена Тезенгауза. Здесь проходят великолепные постановки не только для детей, но и для взрослой аудитории. Спектакли театра становятся призерами многочисленных театральных премий. Касса расположена рядом с театром, но я рекомендую бронировать и выкупать билеты заранее. Зайдите на сайт театра и выберите постановку. На некоторые спектакли билеты выкупают сильно заранее, поэтому рекомендую планировать свою культурную жизнь в нашем городе так, чтобы было что вспомнить. Драматический театр в Гродно давно сам по себе символ города. Логотип театра можно увидеть на многочисленной сувенирной продукции. Касса театра расположена в самом здании, и билеты также лучше забронировать заранее на сайте театра. Многочисленные постановки труппы Гродненского театра, а также гастроли театров из других городов и стран. Не зря Гродно считается культурной столицей Беларуси. У нас есть что посмотреть. А напротив театра возвышается Бернардинский костел. Часто в летний период Гродненская городская капелла проводит концерты классической музыки в рамках проекта «Музыка в храмах». Очень рекомендую. Билеты можно приобрести в Гродненской капелле или непосредственно перед концертом у входа в костел. В лютеранской кирхе, которая находится по улице Академической, почти еженедельно проходят концерты органной музыки. О наличии билетов и датах проведения можно узнавать информацию на сайте лютеранской кирхи.
Еще, казалось бы, одно неочевидное место, которое может вас удивить. Это экскурсии от городской библиотеки имени Карского, которая находится на улице Карбышева. О датах проведения и экскурсиях лучше узнавать на сайте библиотеки заранее и записываться, потому что даты здесь тоже очень быстро расходятся. И вот оттуда у нас вот эта самая старая книга, да, оттуда францишканцев с их библиотеки. И вот здесь идет 1739 год, в Варшаве распечатано. Рок свенте, альбо свенте рочне, да, то есть год праздников или праздники годовые. Что здесь? Здесь проповеди. Практически на каждый день. В 1948 году в Венеции напечатана книга. Уже здесь есть, видите, красная краска. Здесь есть уже вот эти рисунки, гравюры. Да, то есть это такая тоже. Здесь намного-намного лучше качество. В городе Гродно достаточно много сувенирных магазинчиков. Они есть буквально на каждом шагу. Очень часто на улице Советской пешеходной торгуют ремесленники сувенирами. Но есть магазины, которые я могу посоветовать как наиболее полные по ассортименту сувениров. Один из них – Крама Лёля. Здесь, как видите, очень много сувениров ручной работы, в том числе наших гродненских ремесленников, художников. И выбор огромный. Каждый найдет здесь что-то для себя интересное и обязательно уйдет отсюда с покупкой. Следующий очень интересный сувенирный магазинчик, который могу смело порекомендовать, находится между Пожарной каланчой и синагогой. Здесь, как видите, только понедельник и вторник выходной, а остальные дни они работают до 6 вечера. И достаточно тоже большой выбор и каких-то изделий ручной работы, и гродненских ремесленников, и художников, и каких-то промышленных сувениров. Очень много кожаных изделий фирмы Макей. Тоже здесь можно выбрать все, что вам понравится. И здесь, кстати, делают еще и кофе посетителям. Так что одно из мест, которое смело могу рекомендовать. Как я уже говорила, на пешеходной улице Советской часто торгуют ремесленники с какими-то сувенирами небольшими ручной работы. Ну и, как всегда, в книжных магазинах всегда есть сопутствующий товар, какие-то сувениры, но там промышленные уже. То есть не изготовлена не ручная работа, а в промышленных масштабах. Там магнитики, какие-то сумочки, открыточки. Также есть сувениры, вот здесь вот, где торговые ряды на площади Советской, здесь есть сувенирные такие лавочки, где тоже можно что-то приобрести, они тематические. Что-то из кованых изделий, что-то кожаное, то есть каждый найдет что-то свое. Без покупки не уйдете. Вот такое видео у меня получилось. Планировала еще снять в этом видео, где поесть и где остановиться, то есть обзор гостиниц и хостелов, но я и так вижу, что получается видео слишком длинное. Наверное, оставлю на вторую часть, потому что материал я отсняла, смонтирую и выложу обязательно вторую часть. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Приезжайте в наш город обязательно, планируйте свою поездку, чтобы она прошла максимально комфортно. У меня также есть Инстаграм, в котором я публикую какие-то истории, факты о городе Гродно, ну и рекламу своих услуг. Ну и как всегда, всех обнимаю, всем пока!